Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня видео о раскрашенном за август. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Этот месяц для меня такой необычный, потому что я имею в виду раскрашивательный, так как он длился у меня примерно 2 недели. Я в конце июля где-то, 20, наверное, может быть, после 25 числа закончила свой раскрашивательный месяц, отсняла видео, все загрузила и приступила к раскрашиванию на август. Вот, потому что в сентябре предстоит поездка, как я уже рассказывала, длительная, и нужно было еще снимать на сентябрь. Вот. И так как видео сейчас у меня на канале выходит, я чередую один день хобби-влоги, один день лайф-влоги, но это уже давно так заведено, то я все это отсняла, раскрасила и сейчас готова вам показать. Но вы это увидите как положено в самом конце месяца. Но я это все успела за 2 недели. И что характерно, обычно раньше я всегда раскрашивала не меньше 60 иллюстраций, потом было время где-то там март, апрель, май, июнь и, по-моему, июль по 18 работ, но сейчас у меня, слава богу, 42. Вот, ладно, давайте приступим. Я свой блокнотик открою, потому что, чтобы не запутаться, так как раньше я раскрашивала одна раскраска, одна иллюстрация, и была стопочка довольно большая, то сейчас я иногда в одной раскраске могу несколько иллюстраций раскрасить. И еще такой момент, что сейчас я уже начинаю снимать на сентябрь, потому что на даче в сентябре я буду снимать на октябрь, и вот мне нужно быстренько отснять, для того, чтобы все видео выходили регулярно, вот, ну и, соответственно, раскрашенное за месяц тоже было полноценным. И, я тоже буду чередовать. Если я на даче какой-то лайф-влог не успею снять по расписанию через день, значит, загружу коллекцию раскрасок, выложу точнее, или же коллекцию косметики. То есть все это будет чередоваться с хобби-влогами. Ну что ж, давайте приступим. Значит, в цветовом квесте колористик я раскрасила, тут вот такую вот иллюстрацию простенькую маркерами. И даже немножко вот у меня один маркер, да и не один, полосили, где-то еще перекрыла карандашами, как-то так. В общем, это отдыхалочка, не более того. С обратной стороны прикольно смотреть, знаю, что многие любят посмотреть, как оно выглядит с обратной стороны. Следующая это у меня такая распечатка советская. И здесь у меня 2 иллюстрации, сейчас их покажу. Во-первых, такая вот земляничка. И морковка. Мне очень понравилось, как получилось. Далее я люблю раскрашивать фламинго, подарок Виолетты. Привет тебе и огромное спасибо. Здесь я также раскрасила одну иллюстрацию. Вот такого вроде тукана. Как мне кажется, это тукан, наверное. Замечательная раскраска, такая летняя, отдыхательная, компактная. В общем, с огромным удовольствием периодически здесь раскрашиваю. Дальше идет раскраска «Удивительные животные». Она мне очень нравится, как вы знаете. И я здесь раскрасила сразу 2 иллюстрации. То есть получился такой разворот.
Ну, карандашами, на фоне сухая пастель, есть аутлайнеры, немножко там гелевых ручек с ультраблеском. Вот. Мне понравилось, как получилось, и вообще я люблю эту раскраску. Вот у меня тут все идет по порядку. Далее «Миллион котов» Лулу Майи. Такая вот иллюстрация у меня. Я показывала во влоге, делала подложку акварелью, ну а потом полностью уже все перекрывала карандашами. Ну, добавляла еще темные карандаши, типа черный, коричневый, для затемнения. Ну и вот так вот получилось. Мне понравилось. Тут еще белая ручка, хотя в принципе она здесь была лишняя, но можно все вернуть назад, в общем-то, с помощью черной ручки. Это не проблема. Может быть, даже я так и сделаю, а может быть, оставлю. В принципе, не так это важно. Но в целом ярко получилось, как я и хотела. Сверху прошлась бумажной салфеткой, и получился такой глянец. Раскраска это не самая моя любимая, но зато вот хотя бы пораскрашивала. А далее «Миллион сов». Здесь раскрашено 2 иллюстрации. Сейчас вам покажу, что получилось. Так. Такая вот парочка. Сначала я раскрасила вот эту иллюстрацию, в общем-то, вторую не собиралась, но потом подумала, что это не самые мои любимые раскраски, а эти 2 иллюстрации мне нравятся, и почему бы их не раскрасить. Здесь, кажется, я красила брутфунерами, ну и также белая ручка, в общем, вот как-то так. И на фоне сухая пастель, но в данном случае не мунга, а петербургская. В общем, как-то так. Далее также Лулу Майя «Миллион ленивцев». Вот эта раскраска мне больше всех нравится. Так, сейчас найду, где я тут раскрашивала. А раскрашивала я вот эту иллюстрацию. Это целый разворот, но я не напрягаюсь в раскрашивании разворотов. Если хочется, да, я могу раскрасить, а нет, так крашу половинку. Но, по крайней мере, с удовольствием. Ну, вообще, я ее начала раскрашивать в парке Ходынское поле или продолжила раскрашивать. Я летом, я вообще всегда там люблю гулять, а летом еще взять раскраску, посидеть, понаслаждаться. Но в те дни у меня как раз только-только ушастик умер, поэтому, знаете, как-то не сильно раскрашивалась. По крайней мере, мысли были весьма грустные. Поэтому хотелось побыстрее пойти домой. Вот. Ну, в общем, самой иллюстрацией я довольна. Жаль, что, конечно, такие вот, когда я буду на нее смотреть, будут воспоминания. Это, конечно, грустно. Следующее это великолепные драконы из серии «Волшебные миры». Раскрасила вот такую иллюстрацию. Здесь тоже была подложка акварелью, и далее я уже перекрывала карандашами. Также натерла салфеткой для блеска. Вот. Пораскрашивала с удовольствием. Иллюстрация далась как-то очень легко. Ну а за такую открытку спасибо Виолетте. Также из этой серии раскраска Каваи. И тут у меня такая вот русалочка. Также я сначала пораскрашивала акварелью, типа подложку, ну а потом уже карандаши.
И здесь я еще использовала металлики от Берлинга, а здесь у меня перламутровая акварель, ручки с ультраблеском, ну, в общем, как-то так, белая ручка. Так, и дальше сейчас вам покажу, что я раскрасила в Марии Тролли «Час заката». Ну, в общем-то, иллюстрация самая такая простенькая, на фоне сухая пастель. Здесь вроде бы я размывала Vista Artista, Мэджики. Все довольно просто. Здесь Берлинга металлик. Мне эта раскраска у Марии Тролли очень нравится, поэтому потихоньку раскрашиваю. Конечно, есть более интересные иллюстрации для меня, но я стараюсь, знаете, и такие раскрашивать, чтобы как-то не получилось так, что потом эти работы, которые не очень нравятся, будут заброшены, точнее иллюстрации. Дальше творческий рай цветы. Как вы знаете, я очень люблю раскрашивать цветы. Эта раскраска мне, конечно, нравится и форматом, и твердой обложкой, и то, что односторонние иллюстрации. Но не знаю, почему она у меня чаще всего лежит, просто так. Но я, так сказать, вспомнила про нее, решила пораскрашивать. Здесь у меня, ну, вообще карандаши, но я, правда, не помню, делала я здесь подложку, не делала. Что-то вообще как-то... Тут, возможно, брутфунеры, но в целом мне понравилось, как получилось, особенно цветы, листочки. Ваза так себе, но в целом нормально. Я вообще здесь так получилось, раскрашиваю по порядку, но вот это я пропустила. Одну иллюстрацию, что-то я была не настроена. Я ее начала раскрашивать, и, собственно, в кровати, поэтому здесь явно под совсем уже такую акварель, и я решила это оставить на потом. Еще одна раскраска из серии «Творческий рай. Сказочные витражи». Она у меня в основном, я рассказывала, появилась только потому, что она продавалась на складе, стоила меньше 100 рублей, и я на тот момент считала, что, в общем-то, грех упускать раскраску с односторонними иллюстрациями в твердой обложке за такие деньги. Вот. Но сами иллюстрации особо мне не близки, но все-таки периодически крашу, что-то здесь есть интересное. Ну и вот такая иллюстрация. Здесь тоже была акварельная подложка, чтобы было поярче. Ну и потом я уже раскрашивала карандашами, добавила немножко гелевых ручек, все такое. Перламутровая акварель. Ничего особенного, так, пораскрашивала, хотя бы раскраска не лежит просто так, хоть как-то продвигается. Далее креативная книга-раскраска «Прекрасные сады». Очень красивая обложка, но, насколько я помню, она так основательно разваливается. Иллюстрации тут разные, есть очень интересные, есть не очень. Вот. Это я раньше раскрашивала, ну и в этот раз вот вспомнила про нее, думаю, дай-ка я что-нибудь раскрашу. Ну и выбрала вот такую иллюстрацию, к слову, мне понравилось, как получилось. Я вообще сначала хотела чередовать листья, потом думаю, нет, сделаю полностью зелеными. Лучше побольше теней добавлю, а потом решила, что вот это все, что на переднем плане, будет зеленое, а уже там для контраста зелененькое. Вот. Ну, в целом хорошо. Наверное, надо было еще вот этот сделать листочек зеленым, хотя нет, он все равно переходит сюда, поэтому тут либо все зеленым, или же вот так вот сделать. В общем, результатом я очень довольна.
Вообще, те иллюстрации, которые здесь я уж выбираю, то они мне реально нравятся. Вряд ли я здесь буду все раскрашивать, то есть мне вот такое не нравится. А вот там, где детальная прорисовка, где что-то реалистичное есть, ну, это вполне можно пораскрашивать. Тут я баловалась призмами. В целом, наверное, доделаю. Ну, вот это тоже мне нравится, как получилось. Но, как видите, не густо у меня здесь. А появилась эта раскраска, насколько я помню, в пандемию в 2020 году. Так, следующее это «Волшебный мир Средиземья» Толкина. Здесь мы раскрашиваем вместе с Оксаной. Ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. Красим мы каждый месяц и по порядку. Поэтому в этом месяце у меня вот такая иллюстрация. Я повторюсь, точнее как, скажу для тех, кто впервые на моем канале, что я раскрашиваю, я не читала книгу, не смотрела фильм, я раскрашиваю вот именно так, как мне нравится. И иногда я делаю разноцветную одежду, и такую могу вот сделать, и вообще как мне хочется, так и раскрашиваю. Здесь вот мне почему-то захотелось таких вот пастельных оттенков, такой вот нежнятинки. В целом иллюстрация легко раскрасилась. Могла бы вообще на одном дыхании, но опять же, как вы знаете, печальные события, поэтому я так сначала раскрасила здесь, вот эти бочки и тому подобное. Все, что мэджиками, а потом вот это раскрасила. Одежду я люблю раскрашивать, но вот именно когда, знаете, для меня вот где было тяжело. Где очень много всего. Вот здесь вот. Вот это для меня прям очень тяжело дается, когда все это расплетать нужно. Ну, в общем. Правда, на камере она как-то менее интересно выглядит, чем вообще живьем. Но в целом хорошо получилось. Так, ну и в завершении волшебные узоры покажу, но здесь достаточно много иллюстраций раскрашено. Так, тут мне уже точно в помощь моя записная книжка, мой блокнотик. Ну, давайте приступим. Вообще записала я нумерацию не по порядку, поэтому, чтобы не запутаться, наверное, так не по порядку и буду показывать. Значит, две вот такие иллюстрации у меня раскрашены фломастерами, а на фоне сухая пастель Мунга желтая. Мне вообще очень понравилось. Ну, пастель хорошо пигментирована, но я ее не сильно много добавляла, но правда тут она чуть совсем бледновата, а на деле прям вообще отлично. Далее я раскрасила вот эту иллюстрацию по такому же принципу. Но, понимаете, это у меня вот когда с ушастиком все случилось, пока вот эти дни, когда ему там было с сердцем плохо, я постоянно с ним была. То есть, ну, мне нужно было вот, грубо говоря, одной рукой его гладила, другой там что-то раскрашивала. Ну и, в общем-то, знаете, по-простому, чтобы хоть как-то отвлечься. Следующее, это, ну вот здесь вот я раскрасила. Потом, что тут у меня еще? Вот здесь вот. Тут я обводила акварельными карандашами, брызгала водой, получались разводы. А потом все высохло. Я добавила опять же желтой пастели. Мне прям эта тема с таким фоном именно желтым очень понравилась. Так, дальше. Тут я не дораскрашивала. Вот такая иллюстрация. Здесь, наверное, тоже надо было добавить желтого. Две иллюстрации. Потом вот это.
Опять же, по принципу обводила контур акварельными карандашами и потом размывала. Вот эти две иллюстрации. Здесь просто фломастеры, здесь вот тоже все это размывала. Так, дальше. Это я вам показывала. Это тоже показывала. Сейчас. Так, это я давно раскрашивала. Вот эту я раскрасила. Ну, такой бледненький фон, желтый, чтобы не был белым. Потом вот эти две иллюстрации. Но здесь, кстати, я не знаю, почему-то камера не передает. Потому что вот, ну, еще я понимаю петербургскую пастель, но Мунга вообще она настолько пигментирована, а тут я замечаю, и очень обидно, что не передает. Ну, вот если только так. Все прелести желтого фона в узорах. Так, следующее, что у меня тут? Так, давайте с конца начну. Вот две такие иллюстрации, опять же, желтым фоном, а так раскрашена фломастерами. У меня уже сейчас руки в пастели. Дальше. С тем же фоном и фломастерами вот тут. Потом вот такая иллюстрация. Ну, в основном вот я именно выбирала такие простенькие узоры. Вот эти две иллюстрации и такой же фон. Вот он. Потом сейчас минутку. Так. Вот еще такой узор получился. Он мне, кстати, очень понравился. Несмотря на то, что красный цвет я не люблю, но здесь понравился. Ну и фон, конечно же, я делать не стала. Потом вот еще иллюстрация. Ну, тут совсем просто, но раскраска работала на антистресс. Потом вот эта иллюстрация вроде бы. Так, это какой номер странички? Так, теперь вот это, я не знаю, показывала сейчас или не показывала. Нет, не показывала. Вот это вот. И еще одна иллюстрация, вот такая вот тоже. Ну, кстати, почти камера передает, фон чуть ярче. Мне очень понравилось. Также наносила по контуру карандаши Vista Artista, размывала. Вот. Ну, а потом, когда высохла, сделала вот этот желтый фон. Прям вообще. Ну, потом раскрашу с этой стороны. В общем, вот такие у меня получились в этом месяце иллюстрации. Я посчитала 42 штуки, но это неплохо. Вполне неплохо, потому что были и какие-то более основательные иллюстрации, и узоры, что тоже хорошо, и акварелью пораскрашивала. Так что пусть даже весьма короткий месяц у меня получился, но по количеству работы, вообще по самим работам, вполне, я считаю, плодотворно. И что самое важное, не в ущерб каналу. Все как всегда и стандартно.
В общем, если это видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, мой инстаграм 37 рыжая 38. А я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров и до скорой встречи. Всем пока-пока.